Приветствую всех на канале Заметки программиста 1С. Сегодня разберем такую тему, как динамические списки. Создадим новую внешнюю обработку. Назовем ее динамические списки. Добавим новую форму. Создадим новый реквизит. И назовем его списки номенклатуры. С типом динамический список. Как уже понятно из названия динамического списка, мы выведем список номенклатуры. Для этого достаточно указать свойство «Основная таблица». Укажем в справочнике номенклатуры. Теперь разместим наш список на форме. Колонки укажем вручную, которые нам нужны. Пусть это будет наименование, единица измерения, ну и что еще, и ставка НДС пусть будет. Сохраним нашу обработку. Теперь проверяем 1С предприятие. Наш список номенклатуры получен. Видим, что выводится наименование, единица измерения и ставка НДС. Теперь усложним нашу задачу. Допустим, нам нужно вывести еще цену номенклатуры. Но цена номенклатуры содержится в регистре сведений цены номенклатуры. Переходим в конфигуратор. Свойства списка. Для того, чтобы мы могли настроить запрос, нужно установить признак «Произвольный запрос» в свойствах. Теперь нам доступна настройка списка. Нажимаем «Открыть». Видим наш запрос по номенклатуре. Запрос можно писать как вручную, так уже можно воспользоваться конструктором запроса. Воспользуемся конструктором. Ищем регистр сведений цен номенклатуры. Выведем последние цены. Проверяем связи. Нам нужно, чтобы все данные попадали из справочника номенклатуры и к ним цеплялась цена. Теперь выведем цену и валюту. Все, сохраняем наш запрос. Сохраняем обработку. Проверим наш список и убедимся, что появились наши колонки цена и валюта. Разместим их на форме. Сохраняем обработку. Переходим в 1С предприятие. Проверяем. И появилась цена и валюта. Усложним еще задачу. Допустим, нам нужно вывести товар, у которого цена больше 150 рублей. Переходим в конфигуратор. Свойства списка. Открываем настройки списка. В настройках есть вкладка «Настройки». Переходим в них. Здесь можно настроить отбор, порядок, группировку и условное оформление. Нас сейчас интересует отбор. Добавим отбор по цене. Указываем цена больше 150 рублей. Сохраняем изменения. Сохраняем обработку и переходим в 1С предприятие для проверки. Видим, наш отбор сработал. Отбор можно сделать также и в пользовательском интерфейсе. Переходим в «Еще» и видим «Настроить список». Видим, вот он наш отбор. Его можно как включать, так и выключать. Если мы его отключим, то выводится вся номенклатура. Усложним еще задачу. Допустим, нам не нужно видеть группы номенклатуры. Переходим в конфигуратор, в настройки списка, заходим в конструктор запроса и делаем условия.
Нам нужно свойство, это группа. Указываем, что наша номенклатура не должна быть группой. Сохраняем изменения и проверяем. Опа. И видим, что группы все равно выводятся, несмотря на запрос. Почему так происходит? Вернемся в конфигуратор. У нас указана основная таблица номенклатуры, и он выводит все данные по ней. Очищаем ее. Сохраняем изменения. Проверяем. И видим, что наш запрос теперь отработал корректно. Теперь давайте проверим остальные настройки. Что у нас есть: сортировка, условное оформление и группировка. Давайте настроим условное оформление через пользовательский интерфейс. Добавляем. Допустим, пусть будет цвет фона красный, если цена больше 100 рублей. Сохраняем. И видим, что номенклатура, которая больше 100 рублей, подсвечивается красным. Теперь давайте рассмотрим такой момент, что делать, если нам нужно указать в запросе параметр. Заходим в конструктор запроса, в условия. И, допустим, вот это условие мы переделаем с использованием параметра. Сохраняем изменения. Передать параметр можно при событии, при создании на сервере. Так. У нас списки номенклатуры, реквизит. Нам нужны параметры. Установить значение параметра. Параметр у нас называется это группа. И установим его значение ложь. Сохраняем изменения. Проверяем. Видим, что наш запрос все корректно отработал. На этом все. Всем спасибо. Удачи.